Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно великой скорости реагирования фронтиров на различные проблемы в игре. При этом это как можно расценивать сарказм, так и нет. И историю, собственно, Дюпа и как это было все дело пофикшено, и о заработке, потому что многие люди в ППХ, не увидев видео вовремя, в день релиза, будь то пятница, будь то не увидели в Дискорде у меня, купили флотоносец и теперь не знают, как это дело все, ну, собственно, обеспечивать. Да. И, друзья, пожалуйста, смотрите без перемотки. Это очень сильно помогает каналу, так же, как лайк, так же, как подписочка и комментарий. Ну что ж, поехали. Начнем вкратце. Со стрима, на котором тестировалось все, что было обещано, включая 200 единиц снаряжения, торгоидов, ну и так далее. Люди уже в тот день, напоминаю, это была среда, писали мне прямо на стриме то, что с плазмой проблемы из-за того, что ввели рельсу новую от стражей. Ну как проблемы? Бесконечный урон. Вы видели это видео, но оно вышло не в день стрима, а об этом дальше. И касательно дюпа. Я такой, ну ладно, окей, у фронтиров... Господи, я думал, там бьют на флотонос, я же офигел. У фронтиров обычно как? В четверг обнова, а тут в среду обнова. Возможно, будет фикс. Я такой, окей, хорошо, спустим это дело на тормозах. Что было дальше? Дальше следующая картина. Ничего не поменяли, я думаю, ну давайте хоть, не знаю, угорнем, попробуем, как эта плазма работает. Записал видео, выяснилось то, что эта плазма уничтожает за один выстрел абсолютно все. Любой корабль, игрок, не игрок. Что это сейчас было, блин, за свет? О, флотоносец бьется, давно такого не видел. В общем, даже гидра. Торговецкая гидра с одного выстрела легла. Окей, хорошо. Я такой думаю, ну ладно, сейчас и дюб пофиксит и так далее, и все будет хорошо. На следующий день, через 16 часов после того, как я выложил это видео, флотоносец что-то не на шутку разошелся, вышел хотфикс 7.01. И что там произошло? Пофиксили плазму, но ни слова про дюб. И меня это немножечко так подбесило, потому что люди из Дискорда, а у меня там 2 с лишним тысяч человек на секундочку, писали репорты еще в день выхода стрима, то, что есть некоторые проблемы. Многие, конечно, командиры это не увидели, потому что что? Потому что не приходит оповещение. Для этого, ребята, подпишитесь, точнее не так, отпишитесь от канала и подпишитесь заново, и поставьте колокольчик, и вы будете знать, что происходит вообще, вот, ну, как выходит видео. Идем дальше. Заснял я это видео про дюб. Ну, думаю, сейчас люди все денег наковыряют, нафармят. Все будет хорошо. Фронтир это увидит, потому что у них как бы есть доступ к нашим аккаунтам, они видят, как там резко повышается у нас что-то там. То же самое, как на Инаре, это все можно видеть, как у нас прыгает наш баланс. Но ничего не происходит. И я заболел. Несколько дней вообще просто выпал из записи, вы это знаете. Дошло дело до понедельника. То есть со среды до понедельника. Вы понимаете, сколько времени прошло. При том, то, что об этом им говорилось. Ну, отправлялась информация. И они выпускают роудмэп. Сейчас поговорим по поводу роудмэпа. У нас в Дискорде эта информация появилась в 17:30 в общем доступе в разделе новости. И что мы тут видим? Понедельник, сейчас вы тоже будете видеть. Понедельник по нулям, вообще никаких работ не запланировано. Вторник, отчет по разработке. Наверное, что-то важное. Ну, реально интересно. Потом обновление для консолей. Именно горизонтов, не Одиссея. Одиссея еще нет на консолях. А дюб работал только лишь в Одиссее. После этого в тот же вторник трансляция про отчет по разработке в 18:30 по МСК. То есть, ну, через 18 часов, короче, в момент написания данного видео. В среду звездные скриншоты, четверг эфир по интерфейсу в 21 по МСК. Я не знаю, что за интерфейс, что они там будут смотреть, вообще не понимаю. И новая цель сообщества. И пятница, конечно же. Творение командиров. Ни слова про дюб, от слова совсем. Я такой, все, сил моих больше нет, нужно как-то придать этому огласке еще большим способом. И я человек не жадный. Все, что я себе за дюб приумножил, я не продавал. У меня, как вы можете обратить внимание, точно столько же денег, сколько было после выхода того видео. Я не продал ничего. Только то, что было видео для примера. То, что это начислилось и так далее. И у меня осталось 11 250 тонн моноцита. Я решил это дело раздать людям. Что на удивление, после выхода данного видео
За полчаса все было разобрано. И, видимо, фронтиры как-то это заметили через свои внутриигровые сервисы, не знаю, как это правильно называется, я не особо в этом мастак, но после выхода видео они выпустили новость в своем твиттере, то, что они это дело будут чинить. И, о чудо, я не знаю, 10 минут, 15, 20, но они починили дюб. Вот это вот время, которое они потратили, и все это время, которое им говорили то, что есть проблемы. При этом у меня даже есть английские субтитры. Да, YouTube они не смотрят, но им пишут об этом на форуме. А вот теперь по поводу форума. Вот то, что было написано на форуме. Спасибо тебе большое, командир Голом, то, что ты написал это. Как он высказался в данном сообщении, он из Германии. Он не смог найти на Германии какой-то там форум. В общем, он перевел свое сообщение. Суть такова, то, что фракция Кисель Squadron и Wild Priest Corporation очень быстро поднялись в топах эскадрилий в плане торговли. Сейчас я это дальше продемонстрирую. Обратите внимание, то, что здесь у нас находится пятница at 9:42 p.m. Пятница. 9:42 p.m. Сейчас, друзья, понедельник. Ну, вот уже вторник, да. И как бы, ну вот тут отображено сентябрь 24 и так далее. И тут почему-то так мало различных сообщений, тут нет большого так... В общем, это не рассмотрено, странно. Учитывая все вышеперечисленное, мне кажется, это очень странным. Прям очень. Возможно, я не прав. Возможно, не прав. Так вот, что мы, такие черти, утворили, чтобы, ну, это было заметно, это было видно. И кто-то еще хоть бы пожаловался? Нет, только почему-то от Голома. Может, кто-то еще, может, я просто не в курсе, что там происходит на форумах. Это да ладно. Вот, допустим, заходим в эскадрильи, списки лидеров, торговля, Кисель Squadron, Wild Priest, Starfleet, Pilot Trade и так далее. Кстати, тот парень Голом вроде из Cosmic Independent Agency. Я могу ошибаться. В общем, дюб-то понерфили. И наконец-то они это сделали. Ну, ребята, ну почему они это не убрали? Ну, не знаю, для меня это странно. Ну да ладно. Есть две теории, как это могло произойти. Первое. Они знали об этом заранее, но не стали об этом афишировать, чтобы люди, так сказать, ну подняли бабла. Вполне возможно, чтобы они заработали денежек, типа, ну вот, игру не пофиксили, проблемы с движком, там идет перерендер и так далее, новые корабли не ввели, боевой ТРП не ввели, шагающего тарга еще с альфа убрали и такие, ну пусть люди пофармят. И так совпало то, что в день, когда я выложил тот бомбящее видео, где я просто уже раздаю все, что у меня есть, они после этого выкладывают в Твиттер и починили за все это время. Либо... Они просто случайно наткнулись на мое видео, охренели с того, что происходит вообще, увидели предыдущее, и такие, ребята, срочно фиксим, и пофиксили это, получается, ну реально за меньше, чем за час, даже, наверное, меньше, чем за полчаса. То есть, если обратиться к тому видео, которое было вот вчера выложено, я показывал на нем то, что дюб еще работал. И там видно внутриигровое время. В общем, ребята, это очень странно. Что здесь... Правда, что вымысел, либо есть еще какие-то другие теории, пожалуйста, пишите об этом в комментарии. Теперь касательно командиров, которые ради этого купили флотоносец, и которые не знают, как его обеспечивать. В плане того, ну, что, собственно, делать. Если вы не видели гайды по заработку, то в описании они будут по той же самой торговле, по тому же самому Рабиго, по тому же майнингу. С Рабиго сейчас некоторые проблемы, там статус системы не подходящий для выдачи туристических миссий. Это и так понятно, но на всякий случай. Но хотя вы, наверное, и так об этом знаете. Поэтому, ребята, я, наверное, в ускоренном темпе, мне уже полегчало относительно. Часов через 12, как выйдет это видео, будет видео по гайду по заработку на торговле через флотоносец. Чтобы, ну, вы, так сказать, ну... хотя бы могли его запитать нормально, чтобы он прожил у вас больше недели, а потом уже, само собой, там рука набьется, АФК-фарм и так далее. Как-то так. Вы скажете, это видео ни о чем. Это видео о том, как была возможность поднять дофигища бабла
И как люди этим воспользовались, а другие не знали просто об этом. Если вы, ребята, подписаны на меня и не знали об этом, то будьте добры, отпишитесь от канала и подпишитесь заново, и поставьте колокольчик, потому что, видимо, не своевременно приходят оповещения или не приходят они вообще, что странно. Еще такой момент. Вся информация о выходе видео дублируется в Дискорде, и обычно в Дискорде это все раньше всплывает. То есть люди мне говорят, потом если люди говорят также в общем, в чате элиты об этом, а потом я уже на следующий день снимаю, чтобы просто, дать людям время, так сказать. Ибо когда мне писали про дюб, говорили не снимай, не снимай, не снимай. Так что, ребята, ссылочка на Discord для вас в описании. И, естественно, когда то видео было залито на YouTube, вам видно, и когда там стали появляться комментарии о том, что фронтиры все это будут сейчас фиксировать. И самое интересное, фиксировали без перезагрузки сервера. То есть это было не супер сложно. Я не знаю, что думать. Правда. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous. И, друзья, там для вас много чего интересного. Почти... много. В районе около 500 видео, там может 480 уже много. Говорю, сколько отснял, чтобы понимали, сколько всего было проделано в плане работы. И что-то не встречал такого количества ни у кого из ру-сегмента, и из иностранных забугорных тоже. Может быть, плохо смотрел. Да ладно. И еще. Многие видосы я структурировал в плейлисты. Что это означает? Примерно 1/5 всего, что было отснято, раскидано по плейлистам. В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, инженеры, стражи, торгоиды, ручное вооружение, комбезы, ручные инженеры, господи, одиссейные инженеры, инженеры для комбезов, пушек, как все это улучшается. Много чего полезного, поверьте. Плюс будут ссылочки еще на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Телеграм-канал и Дискорд, как раз-таки тот самый. Да, так что подпишитесь на него. Плюс моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты, мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то welcome. У нас еще 102 места, но мы сейчас, людей было больше, кикаем тех, кого не было больше 2 месяцев. Как вроде остановилось вот на этом значении. Но это, ребята, все через Discord, потому что там правила и так далее. И еще такой момент. Пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. По поводу таргов или обзоров знаю. Сейчас я подлечусь, и будет хорошо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока.